Добрый день всем подписчикам и гостям моего канала. Сегодня 23 июля 2024 года. И мы отправляемся за Быхов на место, известное как Ксензова гора. Интерес мой Ксензова гора привлекла еще в прошлом году, когда я ездил, снимал урочище Дубки. Ссылка на ролик появится в правом верхнем углу экрана. Разумеется, что этот странный холм носит название Ксензовая гора, я тогда еще не знал. Я поснимал эту необычную гору и отложил материал на будущее, но ролик так и не собрал. И вот в одном из обсуждений в интернете люди упоминали Ксензову гору как место раскопок. Шли дискуссии по поводу образования названия. Насколько мне удалось узнать, есть две версии. Первая — это то, что там утонул Ксенз, и вторая — это то, что земля, там территория, принадлежала Ксензу. Если у вас есть какие-то еще версии названия, то, пожалуйста, поделитесь в комментариях к видео. Местные рыбаки хорошо знают эту местность, и где находится Ксензова гора, у них не составит труда рассказать. У меня же ушло время на то, чтобы понять, что прошлогодний странный холм и Ксензова гора — это одно и то же место. В интернете я не нашел точных координат горы, поэтому для исследователей не из Быхова найти точное расположение может быть проблематично, хотя видна она издалека. Я приложу координаты в описании к видео. Можно будет посмотреть точное место на карте. Также выражаю благодарность всем, кто помогал мне в поисках материалов и местоположения самой горы. Хочу посвятить это видео всем исследователям родного края. Вот мы выехали за город, и уже отсюда я ее вижу, Ксензову гору. Будем направляться туда. Историческая справка. Первые люди появились на Быховской земле с началом отступления ледника, граница которого со времени последнего ледникового периода приходила на территорию нашей страны. Обнаруженные на Быховщине археологические памятники относятся к эпохе каменного, бронзового, железного веков и эпохи средневековья. Стоянки каменного века обнаружены около города Быхова, деревни Боровка, Таймана, Василец, Адаменко, Лазаревичи, Нижняя Тощица, агрогородков Новый Быхов, Обидовичи. Селища древних людей размещались на берегах рек, что позволяло жителям заниматься не только охотой, но и рыболовством. Известно 10 селищ эпохи раннего бронзового века. Наиболее исследованным является селище урочище Ксензова гора в 4 километрах на юг от города. Во время исследований учеными были обнаружены 3 огнища выложенных камней, кремниевые орудия труда, скребки, ножи, клиноподобные топоры, ромбоподобные наконечники стрел, фрагменты керамики. Начало Железного века на Быховщине приходится на 7 столетие до нашей эры и отмечает этап начала изготовления из болотной руды железных орудий труда. Укрепленные поселения этого периода были обнаружены в самом Быхове и деревнях Вязьма, Хомичи, Обидовичи, Баркалабово, Яново. С IX века известны первые летописные сведения о племенах, проживавших на белорусских землях.
Как сообщает летописец Нестор в своей повести временных лет, в это время на землях нашего района расселились древнеславянские племена Радимичей и Дрыговичей. Наиболее известные памятники древних славян – курганы, являвшиеся местами захоронений, которые сохранились возле Быхова и деревень Воронино, Нижняя Тощица, Селец. Официальной датой основания города считается 1370 год. Одним из первых письменных источников, упоминающим Быхов, является список городов русских, дальних и ближних, написанный не ранее 1380 года. Также город упоминается как двор Быхова в грамоте князя Дмитрия Семеновича от 31 мая 1393 года. Конец исторической справки. По поводу названия города Быхова. Есть тоже несколько версий. Одна из них – это то, что здесь было место, где люди прятались. То есть, если на белорусском это Быухоу, при слиянии двух этих слов образовалось название города Быхов. Вторая версия названия города – то, что оно происходит от имени какой-то, возможно, исторической личности. Если знаете еще версии, можете написать в комментариях. А мы уже, в общем-то, приближаемся к этому странному холму. Осталось несколько километров, я думаю. Отсюда уже прекрасно виден. Подъедем поближе, поснимаем сблизи. Погода сегодня не сильно жаркая. У нас жара спала. Был даже дождь. Я боялся, что картинка может быть не очень качественная из-за того, что будет пасмурно и не будет солнца. Но я думаю, все получится хорошо. Солнце проглядывает, облачно и немного ветрено. Ну вот мы и прибыли к этому историческому месту раскопок, месту стоянки древних людей. Сейчас подойдем поближе, рассмотрим ее сблизи. У местных рыбаков Ксензова гора является своеобразным ориентиром. Они когда общаются, ее упоминают. Ты ловил до Ксензовой горы или после нее? Таким образом можно узнать место. Было бы круто заснять ее с дрона, но, как вам известно, сейчас это невозможно. Они запрещены в Беларуси.
Поэтому, повторюсь, снимаем с земли. Еще слышал, что в революционные годы русская армия здесь размещалась и проводила стрельбища недалеко от Ксензовой горы. Вот такая историческая справка. Ну и сама гора у нас не суцельная, а холмистая. То есть здесь такие наплывы. Где точно велись раскопки, неизвестно. Возможно, даже здесь, в этом карьере. И, возможно, здесь, на месте карьера этого, тоже был холм. Тогда гора, получается, была еще больше в размерах. Через гору проходит дорожка. Сейчас поедем левее и снимем гору еще с той стороны. Спускаемся. Ну и на этой стороне, которая ближе к Днепру, тоже как будто бы велись раскопки. Ну или просто песок копали. И скорее всего этот холм, так Ксензова гора, тянулась и до сюда тоже. Спускаемся с обратной стороны. Вот такой у нас сегодня получился исторический ролик. Есть такая у нас гора за Быховом. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч!